Добрый день, уважаемые слушатели моего канала. Сегодняшняя тема видео – затмение осени 2023 года. Значит, осенью 2023 года у нас будет два затмения. Первое затмение солнечное 14.10.2023 года, второе лунное 28.10.2023 года. Значит, первое затмение солнечное, оно второе из цикла затмений, которое идет по оси Овен-Телец. Первое затмение из этого цикла было у нас 20 апреля 2023 года. Что такое цикл затмений? Это затмения будут проходить по одной и той же оси на протяжении периода времени, который равен примерно 2 года. Вот солнечное затмение, еще раз повторяю, по оси у нас Овен-Телец будет проигрываться около 2 лет. Что это для нас нам дает? Во-первых, это дает нам то, что некая тема, которая будет связана с партнерством, с самостоятельностью, с объективностью, с субъективностью, собственными оценками, взаимодействие с внешним миром, может быть, с контрактами, с юристами, будет иметь для нас такое акцентированное, важное влияние для всех, причем на протяжении 2 лет, но в той или иной степени и в разных сферах жизни, в зависимости от того, в какой дом гороскопа это затмение будет попадать у каждого из нас и в какой местности мы с вами находимся. Соответственно, у затмения свой дом есть, да? В зависимости от того, в какой местности это затмение протекает. То есть с апреля 2023 года происходит смена на новую актуальную тему цикла затмений на ближайшие 2 года. Это у нас солнечное затмение, которое будет 14.10. Вот 28.10 будет лунное затмение. Оно завершающее в цикле затмений, которое длилось на протяжении последних 2 лет и захватывало ось Телец-Скорпион. Тут у нас финансовая тематика, скорее всего, поднималась, ресурсная тематика какая-то, вопросы зависимости энергетических определенных. И вот цикл этих затмений, он завершается на затмении, которое будет лунное 28.10.2023. Соответственно, тема, которая была актуальной на протяжении 2 лет, она перестает быть настолько актуальной и чрезвычайно важной, в которую необходимо окунаться. Кроме того, все, что происходит на затмениях, носит такой вот характер, когда мы не можем избежать этих событий. Мы не властны над ними. То есть все события, которые диктуются затмениями, они неизбежны. Что такое цикл? Вот пример цикла событий, например, который может актуализироваться на протяжении 2 лет затмениями. То есть, например, тема здоровья, к примеру, поднимается. И вот вы на первом затмении обнаружите проблему, которую не замечали, не видели, не придавали значения. На следующем затмении этого цикла или следующих вы будете посещать врача, обследоваться, вам будет назначено лечение. На следующем цикле событий вы, может быть, пройдете лечение, повторное обследование, которое скажет, что все ок, и там нужна какая-то реабилитация, или там все не ок, и вы дальше идете на операцию. Операцию сделали, потом дальнейшая реабилитация, и завершающее затмение в этом цикле, оно уже завершающее или предпоследнее, оно несет какую-то обычно, скажем так, где-то итоговые события по той теме, которая включилась. То есть цикл включает какую-то тему, которая будет состоять из ряда сюжетов. Они могут быть и даже не связаны между собой, а могут объединяться в одно целое. Но тема одна будет их объединять.
То есть вот это наше солнечное затмение 14-10. Это второе затмение из цикла затмений Овен-Весы. Второй сюжет, если хотите. Они как бы затмения в этом цикле, они в динамике развивают одну и ту же тему. Но развивают ее абсолютно под разными ракурсами, потому что все затмения в цикле, они все равно разные, несмотря на то, что они идут по одной оси. В частности, допустим, ось Овен-Весы, где будут протекать наши солнечные затмения, Венера каждый раз будет в разном знаке, Марс будет каждый раз в разном знаке. Разные градусы, разные аспекты, разные скорости планет, которые находятся в момент затмения. Значит, когда последний раз были подобные затмения? По оси Овен-Весы, значит, это был период 2004-2006 год. В общем-то, можете вспомнить, что происходило, потому что возможны очень даже отголоски тех событий, актуализируются в 2023 году на цикле вот этих вот новых, свежих как бы затмений. Это был период 1986-87 год. И в 1996 году были затмения. Значит, кроме циклового затмения есть еще серии Сореса. Они тоже несут некую характеристику. Добавлю, что солнечное затмение будет из серии Сореса 7С, точно так же, как и лунное затмение. Оно будет тоже из серии Сореса 7С. Последний раз серия это была в 2004-2006 году. Значит, как влияют затмения? Значит, затмения не влияют, вот как, скажем так, события по затмениям не протекают день в день в соответствии с датой затмения. Они, как бы, их влияние растянуто немножко во времени. Ощущать влияние затмений мы можем за полгода до затмения и на протяжении полугода после затмения. Но ярче всего, скорее всего, интервал 3 месяца до, 3 месяца после. Один момент. Второй момент, конечно же, вблизи самих дат затмений. Очень четко могут проигрываться даты вблизи, то есть в каких-то сутках, там, допустим, плюс-минус 3-4 дня до затмения, плюс-минус 3-4 дня после затмения. Еще одной точкой, где может очень так активизироваться тема, связанная с затмением, это так называемые серединные новолуния и полнолуния между затмениями. Такие серединные точки у нас были 3 июля 2023 года, 17 июля 2023 года, там были новолуния, полнолуния, и будут еще. И здесь, скорее всего, в большей степени будет точка 11.01.2024, это новолуние в Козероге. Хотя 27-12 там будет полнолуние в Раке, но там очень маленькие градусы и, скажем так, не совсем орбис этого полнолуние как бы соответствует тому, чтобы в нем проигрываться. То есть, скорее всего, здесь 11.01.2024 года будет такая тоже еще одна чувствительная точка, когда могут разворачиваться события, связанные с затмением, которое будет 14.10.2023 года. То есть на текущий момент мы уже можем испытывать влияние этого затмения и, соответственно, активизацию той темы основной, которая будет длиться на протяжении 2 лет, потому что с 20 апреля мы уже ощущаем влияние этого цикла затмений. Значит, период влияния затмений еще не ограничивается как бы плюс-минус какими-то 3 месяца, полгода. Значит, в связи с тем, что у узлов цикл обращения 18,5 лет, поэтому могут закладываться события на затмениях, которые могут иметь период, кратный циклу узлов, то есть 18,5 лет. То есть где-то примерно 9 с чем-то лет интервал или 18,5 лет. То есть они могут пробуждаться, вот эти вот события или темы, как я говорила, разбитые на сюжеты, могут пробуждаться вот с такой периодичностью.
Период влияния затмений может еще быть абсолютно индивидуальный в зависимости от того, как затмение аспектирует натальную карту. Если затмение попадает на какую-нибудь из натальных карт, у которой достаточно длительный период, ну, например, Сатурн, делает четкий аспект к узлам, то, соответственно, влияние этого затмения тоже увеличивается и становится кратным циклу Сатурна. Вот, или там Юпитера, допустим, или Урана, или Плутона, если соединяет. И там еще есть целый ряд факторов. Поэтому сказать, что влияние затмения может быть ограничено только временными рамками настоящего года, вот как бы, да, плюс-минус полгода, это будет некорректно. Поэтому нужно просто как бы это понимать, и это можно увидеть только исключительно уже в индивидуальном порядке при наложении затмения на натальную карту, исследование как бы индивидуального затмения по отношению к натальной карте. Поэтому и данное затмение, которое протекает, что 14-10, что 28-10, оно может оказывать влияние на большие периоды жизненные наши. Значит, что у нас с этим затмением 14-10? Оно в весах, оно у нас на южном узле. Затмение точно на мидпоинте между Меркурием в весах и южным узлом истинным. То есть затмение, по сути, на соединении с Меркурием. При этом у нас Венера в Деве в первых градусах, ну, по крайней мере, в первом деканате, и которая, можно сказать, в соединении с обоими Лилит с истинной и средней, и средняя Лилит здесь еще и на мидпоинте между истинной Лилит и Венерой. То есть все это сейчас добавит окраски в наше затмение, соответственно. Значит, это затмение связано как бы новый виток или новый этап прошлого опыта. Нам его нужно реализовать. То есть для чего? Для того, чтобы столкнуться с последствиями и только потом попробовать, может быть, на следующем этапе затмения как бы эту вещь осознать. Ну, не обязательно на следующем затмении, может быть, и на этом, но, в общем, мы используем как бы прошлое. А прошлое — это всегда инстинкты. Это всегда неосознанные вещи. То есть это затмение, оно очень бессознательное. Соответственно, вокруг нас в большей степени будут складываться события, которые неизбежно и будут затягивать нас в какие-то обстоятельства. И избежать этого нельзя. Для того, чтобы увидеть последствия всего этого. Потом как бы к чему-то пытаться приходить. И этот так называемый прошлый опыт, он связан у нас с партнерскими отношениями. Итак, это затмение, оно актуализирует, высвечивает, фокусирует все наше внимание, эмоции и чувства, делает более активной. То есть мы очень сильно интенсивнее, скажем так, погружены в тему, связанную с взаимоотношениями. Но не просто взаимоотношения, не просто с какими-то межличностными отношениями. У них своя определенная характеристика. Эти отношения, они очень, к которым мы прикованы. Мы на них, во-первых, очень прискипливо смотрим, то есть такой с критическим взглядом на эти отношения. Подход к отношениям очень рациональный, обдуманный. Ум влияет на наш выбор, ум влияет на наши оценки, сдержанность чувств. Мы ориентированы, конечно, на более устойчивые какие-то взаимоотношения межличностные, с кем бы они ни завязывались, но они очень расчетливые, практичные, обдуманные. Их может царить неразбериха. Можем из мухи делать слона. Причем это и наше состояние, и состояние оппонента. И мы притягиваем просто такие обстоятельства, которые будут создавать именно такую атмосферу. Наши мысли, они находятся под влиянием партнера, внешнего мира, представителя иного, другого, личного от нас. Но мы это не осознаем. И сам такой расчетливый подход ко взаимоотношениям, он тоже абсолютно бессознательный. Он достаточно активный. Множественность таких вот
взаимоотношений, то есть не один, не два, а мы и с этим общаемся, и с тем, и с другим, и на работе, и в поезде, и в лифте, и где угодно, и с собакой, и с очень-очень как бы множественность идет вот этих вот межличностных взаимоотношений. Мы все продумываем, но с критической точки зрения. И мы, и наш оппонент. То есть и нас ситуация в это втягивает. Мы сами того не хотя, мы более становимся такими продуманными, прохаванными в отношениях. Наш выбор чего бы то ни было, не только партнерских отношений, он какой-то очень практически рациональный и через прям такую критическую призму пропущенный. И как бы некая суетливость во всем этом деле присутствует. Чувства не имеют глубины. Вот в этот период, на этом затмении, они расчетливо практичные, устойчивые, но глубины не имеют. Низм в отношениях свойственен. То есть всем, но в паре всегда двое. И вот один более активный, он будет наиболее циничный, второй, естественно, будет пассивный и будет испытывать такое состояние со стороны другого. Вопросы какой-то чистоты могут быть важны еще в теме взаимоотношений. И чистоты в прямом смысле, и в переносном. То есть и тут вопросы какого-то целомудрия искаженные могут быть. И, допустим, какой-то чересчур. Причем формальный абсолютно подход к этому целомудрию будет. И просто в прямом тексте, то есть какая-то брезгливость может порождаться со стороны как бы другого человека в отношениях. Критика. Критика в словах, концентрация внимания на чем-то таком вот более остром. Выносимо иногда временами может быть критичность. Мы можем ее испытывать, либо мы сами можем как бы инстинктивно порождать подобные ситуации. Состояние недовольства какого-то постоянно есть. И на фоне вот таких вот взаимоотношений очень не хочется выполнять или соблюдать какие-то правила, нормы закона, временные рамки. Ситуация как бы может порождать какие-то ограничения, ответственность какую-то могут порождать эти взаимоотношения. Абсолютно не хочется этого делать. Либо кто-то требует от нас и давит, потому что сам не может выполнить те же нормы, те же правила и настаивает на них. Либо это взаимоотношения, когда есть либо в них только чувства, либо в них есть только какая-то узаконенная составляющая, но эта узаконенная составляющая, она нелегальная, неофициальная, скрытая, либо она религиозная. Узаконенные взаимоотношения межличностные. То есть, но под религиозным узакониванием это типа венчания. Может подразумеваться не исключительно речь о венчании в браках. То есть эти взаимоотношения могут приводить, но не очень хочется, ну как бы настаивает, допустим, на заключении брака по церковным каким-то там порядкам. Под религией подразумеваться может быть все что угодно. Любая корпорация это по сути религия, потому что у них есть свои кодексы, свои правила и своя как бы вера некая. Веруют они там, хоть они и проповедуют, что на благо общества, основная их религия заключается в получении прибыли, все банально. И как бы это все в кучу объединяется, и у них тоже своего рода религия. То есть взаимоотношения с корпорациями это тоже некие такие религиозные взаимоотношения. Вы в нас верите, вы с нами работаете. Если вы не принимаете принципы корпорации, то есть вы с нами не работаете. То есть где-то так. И вот здесь как бы когда корпорации могут давить и требовать вот эти вот свои так называемые религиозные, а-ля религиозные требования в межличностных отношениях пытаться продавливать, а их не хочется соблюдать абсолютно вот эти корпоративные какие-нибудь там а-ля религиозные нормы, к примеру. Но под религию может подпадать достаточно широкий спектр и других вещей. Это время, когда вообще брак заключаться в классическом варианте не хочется совершенно, потому что не хочется нести никакой ответственности, а на тебя давят. И давят не прямо, скрыто. Плюс это еще идет на фоне того, что кто-то имеет искаженное ощущение понятия своего долга. То есть он и так к нему формально будет относиться, к этому долгу. То есть он хочет о нем забыть.
Вот. Но, с одной стороны, у кого-то чересчур искаженное понятие долга, либо наоборот, абсолютная безответственность. И нас как бы мы вынуждены решать ситуацию по построению подобного рода взаимоотношений. Либо с чересчур каким-то гиперответственным, но который не может добиться этой ответственности и давит на нас, либо наоборот с абсолютно безответственным человеком, и мы тоже как бы втягиваемся в эти ситуации. Либо отношения, когда как бы межличностные отношения, в которых ты должен помогать, вот, а ты не хочешь. И добровольно, как бы на тебя давят, и добровольного выбора в этом вопросе нет. И как бы эта вся ситуация, она приводит к тому, что вопрос решается, скажем так, военным путем. А-ля военным путем. Но и в прямом смысле, в общем-то, и в переносном. То есть мы как бы проявляем какую-то... Создаются ситуации, которые формируются вокруг нас, не мы проявляем, создаются ситуации, которые формируются вокруг нас, и мы начинаем проявлять какую-то смелость, скрытую, непрямую, не прямо. Начинает кто-то или мы продавливать, опять-таки не прямо, вот в этих межличностных отношениях, таких непростых. И надо сказать, что среда абсолютно не сопротивляется тому, чтобы мы что-то продавливали, чтобы мы как такой некий воин, да, проявляли свою смелость или твердость своего характера в ситуациях. Нас могут как бы окружать в большей степени люди, вот влияние этого затмения, которые будут давить, требовать, там, настаивать силовым способом, решать вопросы. Но среда раз не сопротивляется, то есть нужно сказать, что это для нас будет относительно терпимо. И либо эти ситуации могут решаться исключительно, то есть нет союза, нет брака, ну тогда секс, пожалуйста. Готовы воспринимать в этих отношениях, когда мы не хотим брать вот этого долга, мы такие достаточно критичные во взглядах, воспринимаем только сильных людей, которые вокруг нас, в основном эти сильные люди, это будут мужчины, то есть которыми, в принципе, можно, будет получаться как бы наладить некие такие гармоничные взаимоотношения, но они будут больше такого делового характера. Очень у них много будет критики. Там могут быть сексуальные отношения. То есть вопрос этого затмения, он как бы о взаимоотношениях, но вот о очень таких специфических. Кроме того, решение вот этих вот межличностных ситуаций, когда не хочется брать на себя ответственность, а нагрузка как бы возникает, может приводить к травмам, и среда не будет этому сопротивляться, то есть травматизм возможен на этом затмении, но как бы ситуация должна будет разрешаться относительно не самым тяжелым способом. Эти взаимоотношения могут заканчиваться какими-то финансовыми операциями. Весы и затмение в весах — это в том числе про тему денег. Мы все считаем, обсчитываем, проверяем цифры, буквы, информация. И тоже здесь необходимость соблюдать какую-то норму закона, соблюдать какие-то правила. Временные рамки нет возможности, нет силы. Поэтому все решается такой вот активностью, скрытой, непрямой в финансовом поле. То есть для как бы ситуаций, связанных с финансами, вот это затмение, оно, ну, скажем так, относительно ничего. Причем мы здесь будем действовать, прикладывать, как бы проявлять активность в виде работы, и действовать можем не прямо, скрыто. То есть заработки через какие-то такие вот неофициально нелегальные способы будут более как бы приемлемы. То, что касается Венеры, это еще ресурсы. К ресурсам относятся не только наши деньги, которые мы будем зарабатывать, и тут на нас будут тоже давить, что-то требовать, и кто-то будет силовым способом решать в наших заработках вопросы, но мы не будем этому сопротивляться, как бы ситуация будет терпима. Здесь еще ресурсы здоровья. Вот по ресурсам здоровья, как я сказала, здесь возможен травматизм и возможны операции. Но
которые связаны там, допустим, то есть, возможно, какие-то ограничения, во-первых, по здоровью, временные, или там где-то надо будет временно там иметь какое-то ограничение в своих ресурсах. И в то же время это может сопровождаться операционными вещами, или травмой операции, или не обязательно травма, но какие-то операбельные, либо острые ситуации. Кроме того, это затмение, здесь еще достаточно точные аспекты Нептуна к узлам делают, поэтому сопряжено оно еще в том числе с какими-то иллюзиями, ошибками, либо с какими-то мечтами, либо как бы ситуации, когда у нас включается больше интуиция. И это некий такой опыт в межличностных отношениях, которых мы тоже будем испытывать. Это затмение, как я сказала, для официальных браков вообще очень нежелательное, потому что здесь для других форм союзов, которые возможны. Ну, если, допустим, вы брак будете заключать на воде, то, может быть, и можно там как-то его рассмотреть. Здесь, скорее всего, больше как бы о религиозных браках, и причем могут как бы продавливать, заставлять формировать, ну не браки, допустим, не исключительно браки, союзы любые. Также эта ситуация, это затмение говорит о том, что как бы актуализируется тема, связанная с мы и наш начальник, мы и государственные структуры и чиновники. То есть они давят, требуют, сами не могут как бы получить результаты, настаивают. Вопросы решаются тоже вот этим вот силовым образом. Но при этом решение, то есть кто-то будет проявлять давление, такое достаточно активное, проявлять давление будут мужчины, вероятнее всего. Значит, и продавливая, что как бы нужно, мы при этом не сопротивляемся, в силу либо не можем, либо не хотим, но среда говорит о том, что не будет сопротивления. То есть либо пропускаем мимо ушей, либо, ну, мимо ушей мы точно не пропустим, потому что критичность присуща, но, по крайней мере, какой-то может быть элемент такого терпения, что ли, может иметь место быть. И вот такое вот наше затмение, то есть оно не просто о взаимоотношениях, а вот о таких специфических, оно теперь будет попадать в разные сферы жизни, в разные дома гороскопов, в разных знаков. Значит, и так как еще это затмение, оно первофазное, в первой фазе солнечно-лунного цикла, то вот этот прошлый опыт или инстинкты, к которым мы будем возвращаться по теме построения таких вот взаимоотношений, они будут иметь тенденцию к развитию, то есть не к завершению, а к развитию. Оно задает затмение, задает импульс, который будет развиваться. И развитие будет происходить под влиянием внешней среды. Вне зависимости от нашего состояния внутреннего. То есть нас как бы жизнь будет толкать постоянно. Мы будем, как нерадивые котята, вспоминать свои инстинкты, вспоминать свой прошлый опыт, связанный вот с такими вот взаимоотношениями. И постоянно нас в них будет сбрасывать в разных сферах жизнедеятельности. Для чего? Для того, чтобы мы получили какой-то результат от вот этих вот взаимоотношений, и потом смогли понять, а надо нам это или не надо, с чем мы его едим, и вообще, что с этим делать. То есть в какой-то мере, хоть более-менее осознанно подойти к этому вопросу. Может быть, это все как бы отложить, забыть и больше не возвращаться. Или же наоборот, оно очень нам нужно взять и поволокти с собой дальше. Теперь в разрезе знаков зодиака. Итак, Овны, у вас это 7-й дом, масло масляное. То есть и сама ось у нас межличностные отношения, и еще и сфера жизни межличностные отношения. 7-й дом возможен 8-й и возможен 6-й дом. Ну, в зависимости от дат рождения Овнов. Значит, в какие ситуации нас втягивает и заставляет, какие ситуации заставляет развиваться? Значит, это ситуации, связанные с взаимоотношениями с партнером по браку, с любыми формами союзов, которые у нас есть. Это могут быть и коммерческие какие-то союзы,
деловые разного рода. Это взаимоотношения с юристами, по каким-то вопросам там консультироваться надо, или мы решаем какие-то вопросы, связанные там с претензиями, с исками, обсуждаем судебные вопросы, но это не судебный дом. Это вопросы с нашими клиентами. Все это активируется, становится более интенсивным. Нас затаскивает в эти ситуации. Но во всех этих ситуациях, то есть мы помним, что присутствует, во-первых, разум берет верх над чувствами, свойственна нам критичность, рациональность, как и нам, так и противоположной стороне. Не очень хочется соблюдать какие-то нормы, правила и требования, поэтому будет ситуация продавливаться кем-то, какие-то иллюзии могут быть нам свойственны, но в любом случае мы затягиваемся в эти темы. Что становится актуальным? Мы можем пересматривать какие-то, не пересматривать, мы можем актуализировать и начинать смотреть, поднимать вопросы. Просто для нас становится важным какие-то финансовые вопросы с мужем, с партнером по бизнесу, документарные вопросы. Это могут быть ситуации, которые связаны с темой здоровья, допустим, нашего партнера, или там партнер по бизнесу, какая-то у него ситуация, и нам нужно проявить там какую-то самостоятельность на фоне этого. Это могут быть служебные взаимоотношения. Мы поднимаем тему контрактов, договоров, денег, юридические темы, подвязываем под все под это, и там кто-то что-то давит, нормы закона как-то не так, и кто-то настаивает на каких-то позициях в этих вопросах, либо мы, и вокруг нас складывается так обстоятельство, что мы как бы давим на это все дело. Это вопросы работы нашего партнера по браку, взаимоотношений с ним, потому что у него, допустим, какая-то ситуация с его здоровьем или с его работой. Его бюджет это как-то трогает. Мы вовлечены в эту тему. И может быть какие-то финансовые операции, имеющие к нему отношение, либо к партнеру по бизнесу, допустим. И мы в эту тему погружаемся, очень, и поездки возможны, и общение. И, то есть, тема может проигрываться достаточно широко. Само понятие отношения с них как бы начинается, то есть мы заходим в эти отношения, а дальше любые события могут разворачиваться. Все зависит еще от натальной карты, как это все попадает на натальный дом. Темы союзов и разрывов этих союзов актуализируются. Начинаем что-то думать, критически смотреть на наших партнеров, либо партнер на нас. Могут возникать мысли, а не вернуться ли к вопросу там брака, а он не хочет. Вот, и заканчивается, допустим, там только сексом. Или, может быть, рассмотреть вопрос развода, потому что через призму нашей критичности мы начинаем по-другому смотреть на нашего партнера или по браку, или по бизнесу. Эта мысль даже может закрадаться. И мы можем просто как бы начинать о чем-то просто думать. Это не значит, что на этом затмении мы непосредственно разорвем эти отношения. Это данное затмение не о разрыве отношений. Данное затмение не о заключении каких-то исключительно стабильных союзов, но под давлением мы можем заключать какие-то, как я говорила, такие а-ля религиозные союзы. И это нам надо для того, чтобы мы получили некий опыт и осознанно подошли потом уже к теме того же брака, того же развода, той же ситуации с партнером по бизнесу. Это сделки. Здесь сделки могут быть и по служебной сфере, и по ежедневным вопросам, каким бы то ни было, которые нам нужны вообще просто в повсякденне. Сделки любого характера в зависимости от того, какое идет вот уже попадание в натальный дом и взаимосвязь с натальными точками. Там может быть и недвижимость, и машина, и какие-нибудь мелочи, может быть сделки по ремонту чего-то. Отношения с докторами сюда тоже и по нашей теме может попадать, конкурентами и с открытыми врагами. То есть они могут актуализироваться и под каким-то напором критики, каких-то вот таких информационных обстоятельств мы ныряем вот в этот интенсивный такой, интенсивную какую-то работу.
которая может приводить к перегрузкам. Вот. И как следствие это может каким-то образом сказаться на наших ресурсах, которыми является в том числе здоровье, но среда не сопротивляется, и, в общем-то, мы как бы выйдем. То есть там нет напряженного такой ситуации, но как бы может быть. Либо можем получить травму, потому что чересчур усердствуем. Вопросы с клиентами тоже можем. Чересчур там как-то вопросы со временем мы не совсем определили, перегрузка какие-то получается, и среда не сопротивляется, чтобы мы пахали за 10, условно говоря. Вот, но как бы хватает энергии, да, и тоже какие-то, может быть травматизм, может быть перегрузка. На все на это дело смотрим очень прискипливо. И это надо для того, чтобы мы потом сделали вывод. Потому что нам не надо так пахать. Да, эти взаимоотношения нам нужны, но нам, может, не нужна вот эта вот нагрузка. И именно эти взаимоотношения, они как бы дают, вот как являются как входной дверью в решение, в начало рассмотрения этой проблемы. Тельцы. Тельцы у нас это 6-й дом. Возможен 7-й, возможен 5-й, в зависимости от даты рождения тельцов. Желательно, конечно, смотреть непосредственно по самому гороскопу, конечно же. Здесь тоже как бы входной взаимоотношений является входной дверью в то, какая тема будет высвечиваться. То есть именно через отношения мы открываем дверь какой-то тематики. И дальше она может иметь очень широкий спектр своего развития. Значит, здесь тема, 6-й дом, он связан с работой, со служебными обязанностями. Поэтому это тема отношений с подчиненными, со служивцами, с людьми, с которыми мы не свободны, то есть от которых мы находимся в подчиненном положении. Вообще наши отношения вот к вопросам подчиненности. То есть мы взаимодействуем, и здесь сплошной как бы прагматизм, логика, расчет, чересчур много вот этой критики, какой-то, это может быть неразбериха. На работе нужно выполнять, соблюдать какие-то временные рамки, их соблюдать сложно, выполнять нормы их сложно, руководитель что-то постоянно требует, сам с того не может сделать, он давит на нас. Это сложно выполнять, в результате как бы заканчивается тем, что вопрос решается через давление, через силовые вот эти вот как бы ситуации, но мы этому не сопротивляемся. То есть, грубо говоря, над нами стоят с батагом, мы этому рады, почти где-то так. Вот. И это вопросы документарных каких-то ситуаций по работе, по служебным, по функционалу. То есть активизируется, допустим, тема, связанная с функционалом. Документы, стоимостные показатели. Все это прискипливо через призму критичности пересматривается. И тот же руководитель, который что-то требует, он очень критичен в ситуациях, которые между ним и нам возникают. Возможны перегрузки на работе, возможно травматизм на работе. Среда этому не сопротивляется, вопросы как бы решаются. Кроме того, здесь возможны ситуации, когда у нас могут завязываться какие-то сексуальные отношения на работе. Да? Вот, актуальность тем каких-то вот таких именно и любовных, потому что Дева, Венера в Деве, и да еще и на Лилит, там очень такое аскетическое отношение к любви. Вот, ну, по крайней мере, рассудительно-прагматичная. А вот как бы теме сексуальных отношений вполне могут актуализироваться эти тематики. И тут тоже кто-то кого-то может продавливать в сексуальных отношениях. Возможно, отношения с кем-то, кто не свободен. И он не может обеспечить нам стабильный брак. И это какой-то такой вот а-ля религиозный союз, условно говоря. Да, нас повенчало небо. Вот, и который превращается в сексуальные отношения. Но со служебным подтекстом. И дальше эта тема, связанная с медиками, с нашим здоровьем и нездоровьем. То же самое, мы вовлекаемся в ситуации по медицине. Это может быть связано и в связи с нашей служебной перегрузкой. Это может быть связано и с нашей травмой на работе. Может быть, какие-то операционные системы, операции нам надо делать. Либо ситуация у сослуживцев на работе связана с операцией, со здоровьем. И мы тоже через это контактируем с медиками.
подписываем какие-то стоимостные вещи, договора как-то пересматриваем, просто информация идет. Это ситуация с нашими животными, то есть мы тоже здесь вынуждены. Там тоже может быть вопрос травмы, просто какой-то очень интенсивной работы, допустим, мы там какие-то учебные вещи с животным, может, мы его дрессируем, там учим, в школу с ним, в конце концов, ходим, и это тоже там временные рамки, надо что-то там соблюдать, что-то от животного требовать. В общем, в результате, может быть, кто-то кого-то укусил или что-нибудь там, травматизм какой-то получил, но это не страшно, как бы ситуация носит критичный характер. Это ситуация ежедневного характера, то есть все, с чем мы сталкиваемся каждый день, они активизируются. И вот мы с кем-то общаемся, то есть знакомимся и общаемся, но очень исключительно из практических соображений, из логических, из так вот достаточно обдуманно, и наш подход к построению этих взаимоотношений, он невероятно критичен, точно так же, как и у противоположной стороны. Это вопросы полезности, то есть мы знакомимся с людьми, которыми и помощи, которые и помощниками, которые нам помогают, которые могут быть полезны, и как бы тоже так включаемся достаточно в это общение с прагматической такой точки зрения. Можем познакомиться и по дороге, может быть, и в поездке в какой-то служебной познакомимся. Это могут быть и служебные поездки в том числе, где достаточно интенсивно можем работать, какие-то перегрузки могут быть, где могут завязываться в том числе какие-то сексуальные взаимоотношения, как минимум межполовые отношения, скажем так. Они не только сексуальные, они могут быть и финансовые взаимоотношения завязываться. На фоне, допустим, этих ситуаций нам надо обратиться там в банк, нам надо обратиться в налоговую. Затмение – это не приговор. Затмение – это высвечивание темы, активизация просто темы. И бояться его не надо. Просто мы очень активно погружаемся в какую-то сферу, связанную с медициной, со здоровьем, с животными, с ежедневными вопросами. И дверью в эту сферу будут межличностные отношения, немножко такие более служебно, что ли, делового, интенсивного характера. Вот так вот. Нам нужен этот опыт, потому что мы въезжаем как бы в эту тему с использованием инстинктов. То есть мы никаких новых инструментов построения взаимоотношений не используем. Нас ведут только наши инстинкты. То есть мы ведомы, поэтому используем то, чем владеем внутри, допускаем, естественно, ошибки. Вот. И нам нужен этот опыт для того, чтобы мы посмотрим на результат какой-то. То есть вот импульс к развитию дает это все в том же 6-м доме. Мы смотрим на взаимоотношения с теми же медиками по любому поводу. Или там с собачниками, или в служебных ситуациях. И мы смотрим в итоге для того, чтобы осознать, вот насколько нам это надо, не надо, правильно, неправильно. Может быть, надо было как-то по-другому. То есть этот опыт для того, чтобы мы могли понять. И вот этот именно способ построения взаимоотношений, насколько он там для нас был важен, не важен, хорош, не хорош, правильный, неправильный. Значит, само затмение еще такое, оно как бы взаимоотношения носят более рабочий характер. То есть, когда мы служим любимому, когда мы в подчиненном положении, для нас любовь как работа, чувство как работа. Да? И вот в 6-м доме здесь точно так же. Здесь как бы построение, если мы говорим о получении какого-то расслабления или удовольствия на затмении в межличностных отношениях, здесь не просто их как бы получить. Вот. Они более как бы отношения эти вынужденные, они зависимые. Вот мы формируем и инстинктивно в них входим. Сексуальные отношения – это какое-то подчиненное такое вот положение получается. Это и, как я сказала, отношения с начальниками в том числе, да.
здесь, которые от нас чего-то требуют и будут продавливать свои вопросы. И тут поднимаются вопросы, как я сказала, тоже и документы, цифры, договора, общение, информация. То есть контракты могут служебные всплывать, мы общаемся, переписываем. Вообще просто как бы текучая работа, которая сопряжена с документами и цифрами, засасывает плотно. Близнецы. Значит, у вас это 5-й дом гороскопа, возможен 6-й и 4-й, в зависимости от даты рождения. Значит, что такое 5-й дом? Сфера, с чем она связана? Значит, это тема хобби, развлечений, спорта. Да? То есть тема, связанная с нашими детьми. Очень актуальная, с их любыми ситуациями, взаимодействие с ними, то есть взаимодействием с нашим ребенком, со всеми, кто имеет отношение, или там, скажем, с широким спектром людей, которые имеют отношение к нашему ребенку. Это могут быть и учителя, и доктора, это может быть и продавщица в зоомагазине по его хомячку, потому что покупать корм надо там или заботиться о его здоровье. То есть просто общение, взаимоотношения с ребенком. Это и взаимоотношения может быть с его любимым папой, с которым мы уже не живем, но потому что он имеет отношение к ребенку. И мы возвращаемся к вопросам там, то алиментов, то документов, то купить школьную форму, то еще что-нибудь, то какие-то вопросы по поездкам по здоровью решаем и начинаем дергать любого, кто привязан к нашему ребенку. То есть и это очень актуальные темы. То есть и вообще просто наши межличностные отношения с нашим ребенком. Какие эти отношения, взаимоотношения? Они очень такие рассудительно, логичны, практичны. Мама не хочет на этом затмении сильно сюсюкаться, гладить его, прижимать к груди, успокаивать. Мама очень прагматичная, ребенок точно такой же. То есть очень мало желания проявлять какие бы то ни было эмоции, тактильность такую вот мягкую. Тактильность может и проявляется, но она более такая суховатая, вот скажем так. Вот. И что-то мы там тоже, как бы ребенок, может быть, требует. Может быть, мы требуем от ребенка. В результате все равно вопрос решается силовым образом с ребенком, но при этом он как бы почти доволен. То есть типа не сопротивляется. Самое как бы по хобби у нас происходит. Мы завязываем, может быть, новые отношения. Их множественность может быть этих отношений. Может быть, наши хобби мы хотим каким-то образом там превратить в профессиональную деятельность. И завязываем вот какие-то контакты, переписки, общение, что-то там считаем, проверяем нормы закона. Может быть, хобби требует от нас времени, там, его как постоянно не хватает. Вот. В результате мы все равно там достаточно интенсивно погружаемся в эту сферу, вот, что может приводить к каким-то перегрузкам и как бы вопросы по здоровью. То есть с детьми точно так же, то есть вопросы здоровья могут быть, травматизм какой-то может быть, либо у детей, либо у нас из-за детей, либо у хомячка ребенка ножку поломал или ушко откусил. Это вопросы отдыха, вот, но как бы данное затмение не располагает к расслабленному проведению времени отдыха. То есть, а вот как бы вопросы какой-то подготовки документарные, может быть, там с кем-то списываемся, обсуждаем эти вопросы, считаем что-то, проверяем нормы закона, какие-нибудь там требования государств, куда мы едем. Вот это возможно. А вот как бы более так реально, чем, скажем, расслабиться на нем. То есть это затмение не про расслабление. Здесь отдых, он как бы сопряжен с некой работой. Вот так вот. Либо отдых как долг, который не хочется отдавать. Либо отдых, когда мы в каком-то таком вот в подчиненном положении. На нас давят, что-то требуют. То есть больше похоже, когда мы кого-то отдыхаем, а не нас отдыхают. Кроме того, как бы Венера в Деве, она больше склонна к дешевизне. Поэтому, допустим, Венера — это также и покупки какие-то могут быть, да, то есть вот,
Вот. Мы можем погружаться в тему покупок, связанные с ребенком. Там могут быть ограничения какие-то в финансах возникать. Вот. И кто-то кого-то будет давить, например, папу для того, чтобы он там свою кредитную карточку доставал. Вот. Но тянуть будет все равно к каким-то более дешевым вещам. Либо какие-то траты такие могут быть, могут быть наоборот, какие-то очень нерациональные траты. Вопросы финансов, то есть финансы через или на ребенка. Вот. Может быть, нам нужно обсудить с кем-то договора. Ребенок чем-нибудь занимается таким вот, и это может приносить какую-то прибыль. Вот. И мы пытаемся, погружаемся в эту тематику. И этот опыт, еще раз напоминаю, во-первых, все это происходит на уровне инстинктов. То есть мы неосознанно ведем себя, строя вот эти вот взаимоотношения, которые высвечивают эту тему. Значит, тема, допустим, дома, хобби, но дверью входа в эту тему есть взаимоотношения. То есть есть кто-то, есть тема хобби высвечивается. Вот есть ребенок, тогда активизируется тема ребенок. То есть должен быть кто-то второй. Есть папа ребенка, да, и активизируется вот тема, связанная с ребенком. Это также дом, который связан с любовниками, с конфетно-букетными периодами, с тем, кого мы любим. Вот, значит, здесь тема сексуальных отношений. Потребовать какой-то устойчивости, очень сложно будет на этом затмении. Здесь либо чувство, либо брак, причем брак там непонятно какой, Сатурн в рыбах. Вот. И кто-то, конечно, будет чего-то продавливать. Скорее всего, все закончится просто сексом. На этом все останутся довольны. Либо это отношения, которые могут приводить, можем требовать деньги. Вот, финансы, то есть зависимость финансовая. То есть женщина, например, может потребовать в результате этих сексуальных отношений какую-то для себя финансовую сторону, пытаться продавить. Либо мужчина какую-то выгоду пытается получить. Сексуальные отношения могут приводить тоже к необходимости, допустим, обратиться к врачу. Это может быть травматизм. Ножка кровати, например, поломалась. Да, и подвернули ножку. Вот. Или кроватка на ножку упала. Вот. Может быть необходимость операций каких-то, тоже на фоне вот этих вот любовных тематик, конфетно-букетных периодов. Либо у нашего любовника ситуация, что он ножку подломал. Или там нужно оперировать что-то. То есть и нас это засасывает, вот эта тематика. Это достаточно интенсивно, активно. Мы надо тратить время, времени нет, и все равно мы вынуждены это делать. И все, что складывается с тем же любимым человеком, с тем же ребенком, с тем же хобби, это надо для того, чтобы увидеть последствия этого. Какие бы они ни были, хорошие или плохие, неважно. То есть, чтобы мы осознанно подошли к тому, как мы строим эти взаимоотношения. С них все начинается. Это дверь входа. Вот мы их построили вот такими на этом затмении, а построили мы их очень рациональными, нежелание нести ответственность, там кто-то чего-то продавливает, и это инстинктивная вещь. И вот насколько мы хорошо их так построили, что последствия вот такие. Еще раз скажу, все, что идет на затмениях, неизбежно. Поэтому сказать, расслабьтесь и получайте удовольствие, это, конечно, не совсем про затмение, но где-то так. Итак, раки. Затмение у вас в 4-м доме. Это глубокий очень дом. Само по себе затмение такое бессознательное, инстинктивное, которое нас толкает к тому, чтобы мы использовали исключительно свои инстинкты в построении взаимоотношений. Плюс 4-й дом, он еще нас отправляет еще глубже. То есть он отправляет нас к унаследованным каким-то темам, схемам построения взаимоотношений, то есть углубляя наши инстинкты, что усложняет задачу поступать как-то по-новому вообще в принципе. То есть инстинкты еще сильнее становятся, нам с ними комфортнее, и они нас ведут на этом затмении. Значит, тема 4-го дома раков возвращает к теме взаимоотношений с членами семьи.
с родителями, в частности, с мамой и женщинами. В первую очередь, но не исключительно, со всеми, кого мы считаем близкими и членами семьи. То есть поднимаются какие-то вопросы, может быть, связанные с болезнью, со здоровьем родственников. Можно взаимоотношения вызваны тем, что необходимо дома с жильем что-то сделать, отремонтировать, починить. Может быть, вопросы купли-продажи поднимаются по затмению. И на все это мы смотрим очень так это рационально, критично. Чувства, скажем так, немножко отодвинуты на задний план. Здесь голова рулит чувствами, и на нашу голову воздействует незаметным образом, непрямым образом внешний мир. Необходимость брать какую-то ответственность возникает, может быть, по ситуации дома, из-за родителей, из-за недвижимости, из-за ремонта. Не очень хочется. И возникает момент, когда у нас как собственная война такая, то есть мы, а-ля война, да, то есть мы активизируемся и не прямо начинаем действовать, то есть создаем такую атмосферу вокруг себя дома, что сами события начинают толкать к действиям, к тем, которым мы хотим, чтобы толкались. Вопросы финансовые, может быть, встают. Опять-таки, купля-продажа какая-нибудь или ремонтные темы поднимаются. Отношения дома, как на службе. То есть мы в подчиненном каком-то положении, в зависимом положении на этом затмении. У нас как дом, общаясь с родителями, мы как служим, пытаемся быть полезными, может быть, выступаем в роли какого-то а-ля доктора. Это импульс, который будет развиваться. И нам необходимо в это войти, используя свои инстинктивные качества, в том числе по 4-му дому, унаследованные от родителя качества построения взаимоотношений, которые будут сопровождаться с такими элементами критичности, недовольства, для того, чтобы получить какой бы то ни было итог от всего этого дела и попытаться все это дело осознать. Это вопросы Родины. Может быть, нам приходится общаться на родине, с родиной, если мы, допустим, находимся где-нибудь далеко, помимо близких. Может быть, нужно поднимать вопросы фамилии. И здесь документы какие-то могут возникать. Может быть, нам нужно уделить внимание корням. И мы завязываем, знакомимся, пишем, общаемся с людьми. И все это очень по-деловому, лаконично. И опять-таки не очень хочется кому-то брать ответственность на себя. Какие-то вопросы с временем. Но все решается через давление, и среда не сопротивляется тому, когда мы начинаем продавливать. Даже если это родители или родители на нас. Были вопросы с недвижимым имуществом и взаимоотношения по этому поводу. Травматизм возможен, например, из-за или у родителей, или дома, в силу ремонта, и вопрос будет решаться. Операции, если мы говорим, финансовые операции, просто как таковые операции могут быть, финансовые операции по недвижимости, операции как таковые у членов семьи или из-за членов семьи. И это некий этап завершения. С одной стороны, это импульс, который будет развиваться, но он позволит завершить что-то, связанное с унаследованными качествами в части построения этих взаимоотношений. Также это поездки. Во всех домах практически возможны совместные поездки по темам, связанным с темой дома. Здесь это могут быть ремонты, это могут быть недвижимость, это родители, это какие-то темы, связанные с комфортом или дискомфортом дома. Может быть, есть еще очень маленькие дети или беременные в доме, и тоже у нас взаимоотношения могут возникать с беременными, из-за очень маленьких деток, которые до примерно 7 лет возраста.
То есть и по этому поводу у нас закладывается некий цикл и некий опыт, который базируется на наших инстинктивных особенностях построения взаимоотношений. Могут возникать вопросы, допустим, по браку или союзу у родителей. Может быть, связанные с документами. Может быть, они там, кто-то из них пожелал там обвенчаться спустя годы. И один на второго может оказывать какое-то давление. И при этом как бы второй не сопротивляется, да, и вы втянуты в этот весь процесс. То есть через дверь, которая является взаимоотношения с семьей, с близкими, с корнями, с родиной, мы погружаемся в тему, связанную четвертого дома. И погружаемся на уровне инстинктов, как бы не имея возможности существенно изменить параметры построения взаимоотношений особо. То есть подчиняемся своим инстинктам. В четвертом доме особо глубоко подчиняемся, потому что это самый глубокий дом. И потому мы можем осознать то, как эти взаимоотношения хороши или плохие, какой результат от них мы можем увидеть по тому, какая обстановка будет в семье, в доме. Вот в этом доме, как бы сам дом, жители этого дома, родители, семья, условия жизни, они будут показывать, какой же урок или опыт дает это затмение по построению взаимоотношений в сфере четвертого дома для раков. Львы. Львы у вас это третий дом. Соответственно, это может быть еще второй и может быть четвертый. Как у раков это может быть пятый и может быть третий. Значит, здесь тема затмения будет активизировать вашу еще больше, скажем так, ментальную сферу. То есть Венера и так, ее выбор на этом затмении базируется на практичности, выбор обдуман, а третий дом как бы еще больше делает ее более продуманной в этих вопросах. То есть это сфера, когда мы знакомимся, но знакомства, они это такой практически рациональный, аналитический характер, выгодный где-то. Очень много внимания будем уделять деталям, собственно, как и в любом доме. При знакомстве или при общении, или при выстраивании вот этих вот межличностных отношений очень много критики будет, то есть какой-то брезгливости может возникать. Не очень хочется, чтобы брать как бы ответственность от этих знакомств на себя или той стороне. Это вопросы ближнего окружения, то есть братья, сестры, одноклассники, соседи, просто знакомые. И актуализируется эта тема. И мы как бы задается новый импульс в новом качестве, базируясь на наши инстинктивные особенности построения взаимоотношений, то есть то, что нам привычно, с окраской затмения. То есть это у нас рационализм, практичность, критика присуща нам. Нет желания себя в чем-то ограничивать или нести ответственность, мы будем как бы получаем новый импульс в общении, в знакомстве, во взаимодействии, в построении каких-то союзов с ближним окружением. Это может актуализироваться тема братьев и сестер, то есть как бы с ними взаимодействие, переписка, общение, документы какие-то, информация. Взаимодействие с ними превращается как бы в работу, ежедневные хлопоты. И не хочет кто-то где-то на каком-то этапе брать какую-то ответственность. Опять мы друг друга где-то пытаемся прогинать не прямо, создавая какие-то определенные условия. Вопросы документов могут подниматься. Это может быть ситуация с машиной. Нужно обращаться к ремонтникам, а ремонтники со временем у них там какая-то проблема, и он начинает прогинать из-под то, что давайте вот мы на сюда перенесем, на после сюда. То есть мы к чему-то приходим, но под прогибом обстоятельств. То есть все-таки кто-то в паре кого-то прогибает. Это новый импульс. То есть несмотря на то, что как бы кто-то кого-то прогибает, мы получаем новый импульс, и событие как бы идет к чему-то. Это вопросы
покупок, опять-таки, каких-то, или, может быть, продаж, тоже транспорта может быть с этим связано. Здесь точно такой же момент. То есть кто-то кого-то будет прогнать. Не очень хочется официальных оформлений. Хочется чего-то нелегального. То есть сделка может попахивать какой-то там полуофициальностью, допустим, или там с какими-то не совсем законными ситуациями. Это тема образования. Среднего, базового образования. И мы взаимодействуем, потому что у нас закладывается какой-то импульс, выстраиваем межличностные отношения по теме того, что мы что-то хотим получить. И здесь точно такая же ситуация. То есть критики очень много, недовольства и с нашей стороны, и с их стороны. То есть и мы все находимся в таком состоянии. Может, мы даже не замечаем этого недовольства и этой критику. Договора какие-то смотрим, цифры пишем, связываемся. И это закладывает некий импульс. Дальше вот эта взаимосвязь на базе вот этого образования, оно дальше развивается и ведет к чему-то. Ведут нас в этом образовании инстинкты. А не желание сделать как-то по-иному, по-новому, по-другому или там что-нибудь поменять. Мы действуем, не выходя из зоны нашего комфорта, наших инстинктов. Хорошие они или плохие, мы не знаем. И плюс добавляет нам вот это дело все затмение. Поступаем таким вот привычным образом. Это вопросы логистики. Любой. И в крупном масштабе, и просто наши посылки, и все остальное прочее тоже очень такой интенсивный, закладывается какой-то. Может быть, мы что-то там пересылать будем. Там подписываем какой-нибудь договор или ищем поставщика, чтобы он нам что-нибудь там перевозил. В связи там с ремонтом. Это могут быть поездки по медицинским вопросам и взаимодействие с докторами. Эта учеба может быть связана опять-таки с работой, с профессиональной деятельностью. И мы завязываем здесь какие-то вот эти вот межличностные отношения, где кто-то кого-то будет прогинать. При этом никто не сопротивляется этому прогибу. Руководитель будет чего-то требовать. Это документы финансовые. Третий дом — это документы, и Венера отвечает у нас за финансы, финансовые документы. Здесь, может быть, учимся каким-нибудь там экономическим, бухгалтерским, закладываем азы, учиться надо, но исходя из инстинктов, если это привычно. То есть это затмение, оно не дает какой-то новизны. Оно закладывает импульс межличностных отношений, но без каких-то экспериментов, без обновлений, без перемен. То есть здесь, причем не просто классика, а врожденная инстинктивная классика по поводу того, что с кем мы строим какие отношения. Вот они, базируясь на том, к чему нас эти инстинкты приводят, вот такие вот, мы потом как бы что-то в итоге получим. То есть даже с ближним окружением мы выстраиваем такие деловые отношения в большей степени, прагматичные, рациональные, логичные и наполненные критикой, финансовые отношения. Итак, девы, у вас это второй дом гороскопа, возможен первый или третий дом гороскопа, в зависимости от даты рождения. Здесь сфера жизнедеятельности, которая отвечает у нас за финансы, за ресурсы в первую очередь, собственные ресурсы, к которым относится в том числе наш бюджет, то есть доходы и расходы, за наши какие-то накопления, то есть материальные ценности. Соответственно, может быть, что-то будем покупать, продавать. То, что касается нашего бюджета, может быть, у нас будет включаться тема наших заработков и расходов. Здесь в том числе ресурсы, имеется в виду энергетический наш баланс, то есть это как элемент здоровья. Затмение активизирует эту тему. Тоже договора, тоже контракты и какие-то практические навыки. Поэтому здесь мы как бы, опираясь на наши инстинкты, будем строить взаимоотношения, которые должны быть выгодны в
первую очередь очень сильно. Они прагматичные, лаконичные и там выгодны или невыгодны. То есть оценочная стоимость этих взаимоотношений будет играть здесь тоже такую вот очень ярко выраженную как бы часть. Венера везде как бы ищет выгоду на этом затмении, но так как во втором доме, то выгодность еще больше как бы акцентируется, внимание на этом, или невыгодность отношений. И, соответственно, мы завязываем отношения, которые могут каким-то образом, включаемся в отношения, переписка, информация, общение, поездки, на фоне критики, на фоне какого-то недовольства, которые могут повлиять на наш бюджет, на доходную и расходную сторону. Здесь точно так же. Руководитель чего-то требует, критично очень смотрит, допустим, на вопросы вашего заработка. И кто-то пытается продавливать. То есть, может быть, и получится получить небольшую, незначительную надбавку в Деве Венера. О существенных надбавках ожидать не стоит, но все-таки могут подниматься вопросы контрактов, которые содержат стоимостные показатели и информационные. То есть и мы включаемся в них. Эта тема нас очень сильно мулит, это все активизируется, задается какой-то импульс. Импульс может касаться как пересмотра, так и создания чего-то заново. Но базируясь на вот когда мы что-то закладываем, то есть, допустим, какой-то новый контракт трудовой, допустим, да, построению взаимоотношений вот с руководителем, он остается как бы на уровне инстинктов. Мы не меняем саму схему вот эту построения взаимоотношений, исходя из того, что нам предлагает затмение. Может быть, стоило поменять, но для того, чтобы что-то поменять, нам нужно осознать, насколько вот этот наш инстинкт годен или не годен для того, чтобы его использовать или не использовать дальше. И, соответственно, как бы мы не властелины наших обстоятельств. Они должны складываться сами по себе. То есть нас вносят в эти обстоятельства жизненные. Тот импульс, который зарождается там, то ли это новый контракт, то ли это какие-то взаимоотношения, опять-таки, по здоровью, которые тоже могут затронуть финансовую нашу сторону. Нас вносит туда. Это закладывает какой-то новый, дает новый виток каким-то событиям, быть какие-то сделки по купле или продаже имущества, отличного от недвижимости. То есть тоже закладываются какие-то импульсы, которые будут развиваться дальше. Но все это на фоне критики, все это на фоне нежелания кого-то выполнять нормы закона, брать ответственность, и кто-то кого-то будет прогинать. Либо проявлять такой напор и смелость, либо воевать будет. Не прямо, косвенно. Агрессии прямой не будет. В каждом из домов возможны ситуации, связанные с операциями. Здесь какие-то финансовые операции, финансовые сделки. Травматизм тоже, в общем-то, практически в каждом доме возможен на данном затмении, но с не очень такими, не самыми худшими последствиями. Значит, это межполовые отношения, тоже импульс к каким-то межполовым отношениям, выгодным или невыгодным, финансовым, взаимодействие, то есть мужчины и женщины, и финансов. То есть дается толчок, импульс к... Слово новое, конечно, не совсем корректный на фоне затмения. Он все-таки затмение солнечное дает вот импульс к чему-то. А новое это или хорошо забытое старое. Оно как бы оживляет тему. Она может быть абсолютно новая, она может быть старая. На данном затмении, базируясь на какие-то инстинктивные вещи, привычные вещи, то, с чем мы не хотим расставаться. По теме взаимоотношений, вот в той форме, как я описываю, то есть с критикой, с такой логикой повышенной, с недовольством каким-то, с нежеланием брать ответственность одной из сторон, и которая приводит к тому, что кто-то начинает брать на себя смелость и непрямым образом продавливать ситуацию. Второй дом — это еще такие вот практические как бы и навыки,
и взаимоотношения, которые могут иметь такой практический исход. Здесь та же самая схема, то есть им задается какой-то импульс. Мы знакомимся, общаемся, все это на фоне денег. Закладывается импульс чего-то. Но если хотите, пусть будет нового. Но вот это, то, что заложено, будет как бы развиваться. Договор, какое-то общение финансовое, выгодное или невыгодное. Может быть, будем учиться чему-то. Это могут быть навыки, связанные, допустим, с профессиональной деятельностью, которые будут носить какой-то практический характер, которые могут повлиять на ваши доходы или расходы. Мы завязываем такие отношения. Весы. Весы у вас это первый дом. Первый дом, возможен 12-й и возможен 2-й. То есть первый дом привычно завязывать или закладывать, получать импульс к закладке во взаимоотношениях, которые повлияют на наш имидж, на наше поведение, на наш стиль, на нашу внешность, на некую такую роль неосознанную в обществе. То есть знакомимся, допустим, с парикмахерами, может быть, взаимодействуем с парикмахерами, и это какой-то толчок к чему-то, что будет развиваться и даст какой-то результат, из которого мы сделаем некий вывод. Закладка этих взаимоотношений происходит на основании привычек. Привычно общаемся как-то привычно строим какие-то отношения с диетологами, с парикмахерами. Взаимоотношения, которые будут касаться, допустим, нашей внешности, нашего поведения, они для нас как работа. Мы как некий доктор для себя, но здесь именно доктор с точки зрения того, что может повлиять на нашу вот внешность, имидж и поведение, и некий наш неосознанный образ. Эти взаимоотношения, они закладывают толчок. К чему? К тому, что впоследствии мы можем даже очень существенно каким-то образом обновить наш имидж. Но это затмение не является обновляющим. Оно просто дает толчок. Вот мы познакомились, и события развиваются, и к чему-то это приведет. Знакомимся с теми, кто повлияет на наш стиль. Это дом, где мы очень сильно и плотно тоже взаимодействуем просто с людьми и всем внешним миром. И это есть неким толчком для нас в каких-то событиях. То есть импульс задается. Слово «новое» не совсем здесь корректно. Затмение, оно не всегда новое. Это всегда солнечное затмение. Это иногда импульс к начинанию. Но иногда это импульсы к завершению. Данное затмение – это импульс к начинанию через построение взаимоотношений. И вот оно нас будет толкать. И повлияет это на нашу внешность, на наше поведение, на наш стиль. Вообще затмения, они же у каждого человека, когда проходит цикл затмений по одной оси знаков зодиака, они включают у людей чаще всего одну или две рядом стоящие оси домов. То есть на протяжении 2 лет затмение чаще всего будет играть на одной оси домов или на 2 рядом расположенных. Вот для весов данное затмение включает ось домов 1-7. Данное затмение первый дом запускает. Соответственно, цикл затмений, который будет длиться 2-2,5, около 2 лет, он будет запускать вот эту вот тематику. То есть имидж, поведение, стиль и тему взаимоотношений. Вот это затмение, оно закладывает какой-то импульс чего-то, что-то начинается. И это повлияет потом на наше поведение, стиль, имидж, внешний вид, прическу. Мы какие-то договора подписываем, мы что-то пересчитываем, мы можем бюджет на себя менять. Здесь тоже взаимодействие и может быть и по служебным вопросам, и с врачами, и из-за животных. Но в разрезе того, что повлияет на наш имидж, на наше поведение, на наши какие-то такие функции, которые дают создают неосознанную нашу роль в обществе, что может как бы помочь проявить себя. Вот эти вот мы завязываем или
порождаем какие-то взаимоотношения. Но они все очень практические, логические, взвешенные, с критическим взглядом. Даже стрижемся мы с критическим взглядом. Никто не хочет брать на себя ответственность. Тот же парикмахер или стилист. И мы начинаем, кто-то что-то начинает прогинать. Может быть, ценовая политика как-то не устраивает. В том числе это импульс к межполовым отношениям. Это не всегда сексуально. Это могут быть просто мужчины и женщины, и деловые отношения, и финансовые отношения. Но в том числе подразумевающие закладку импульс сексуальных отношений, которые повлияют на наш имидж, на наш стиль. То есть будут такие взаимоотношения, которые нас будут как бы, ну, не менять, но что-то в нас, вот как бы толчок к чему-то иному в нас. Это могут быть какие-то знакомства служебного характера, но которые внесут изменения в нас, в наш имидж, в наше поведение. Это какие-то ситуации по работе финансового характера, где как бы запускаются темы по контрактам, но они повлияют на нас самих, то есть внесут изменения в нас лично, в наше поведение, в наш имидж. С критической такой точки зрения, то есть это всегда на теме этого затмения взаимоотношений и импульс такой вот, знакомство, перемещение, общение вот с кем-то, что-то парное такое. То есть я и кто-то, поехали, пошли, пообщались, познакомились, взаимодействуем, там какая-то финансовая тема. Но в сфере первого дома это принесет потом какой-то эффект на наш личный имидж. Затмение высвечивает, что как бы мое поведение, мой имидж, мой стиль, моя роль в обществе через призму взаимоотношений очень важна. И вокруг всего этого будет крутиться вот эта вот активность. Активизируются как бы все события вокруг. Они как бы в фокусе. И закладывается какой-то импульс на этом затмении, чтобы события развивались, имели какие-то последствия. И мы посмотрим на эти последствия, сделаем вывод какой-то вывод будет. Осознаем или не осознаем, оставим или не оставим. То есть процесс вообще идет как бы к осознанию. То с теми, так ли мы как бы оформили, подписали, заложили какие-то взаимоотношения, которые повлияли на наш имидж, на наше поведение, на наш стиль. Возможно, по выходу мы как бы останемся с этим парикмахером. Вот. А может быть, мы нашли в это время какого-то другого парикмахера. Да, он может быть дешевле, он может быть практичнее. Вот. И как бы с ним у нас будут взаимоотношения, он там каким-то образом более эффективно, лучше там, или еще как-то с критической точки зрения влияет на наш имидж и наш стиль. Скорпион. У скорпионов это шикарный дом, 12-й. Возможен первый дом, возможен 11-й. Значит, здесь задается импульс, когда мы знакомимся, взаимодействуем, общаемся и очень взвешенно, логично подходим к этим ситуациям, используя, будучи ведомыми нашими инстинктами, то есть когда вокруг нас складываются обстоятельства, а не мы сами порождаем их, в сфере, которая будет затрагивать как минимум наш внутренний мир. Сам по себе вообще 12-й дом, он тоже глубокий дом, как и 4-й, как и 8-й, то есть мы углубляемся внутрь себя через сферу взаимодействия с внешним миром. И закладывается вот этот импульс. Мы взаимодействуем с психологами, с врачами. Они как ремонтники нашей души, допустим. Мы взаимодействуем с нашими религиозниками, с духовниками. Духовником не обязательно может быть там религиозник, человек, который выполняет функцию, ну, типа а-ля психолог для нас. Мы знакомимся, мы просто подписываем, может быть, какие-то договора по интернету, допустим, познакомились с кем-то. И, может быть, как бы складывается служебное обстоятельство таким образом, что нам необходимо обратиться к психологу. Медицинские обстоятельства складываются. Нам необходимо заключить договор там с тем же психологом или человеком, который там на профессиональной сфере занимается там медитациями, йогой. И
Потому что к этому толкает нас или состояние здоровья, или там служебная ситуация, или ежедневные какие-то вопросы. Но все это через призму вот такой вот практичности, рациональности, как бы это еще как бы дом, где может закладываться импульс и взаимоотношений, которые нам дадут познать, что не все взаимоотношения в мире должны быть практичными, деловыми, рациональными. Во всем есть иррациональное зерно. То есть есть взаимоотношения, которые, когда мы будем завязывать по принципу интуиции, то есть опираясь на интуицию, именно в этом доме может быть абсолютно не девовские качества во взаимоотношениях. Почему девовские? Венера в Деве при затмении, хотя затмение в весах. Ну, это если вдруг кому как бы не совсем понятно. Когда мы завязываем или получаем импульс к развитию таких вот платонических отношений, которые не материализуются, они дают нам некий опыт. Взаимоотношения, которые как бы говорят, что не все в мире должно считаться. Это взаимоотношения какие-то скрытые, можем завязывать тайные, по интернету, вдали где-нибудь, в деревне. И тоже они какие-нибудь такие расчетливые, практичные, а может быть наоборот с подтекстом того, что от этой расчетливости, практичности нужно отказаться и нырнуть в мир вот этого вот, в этих интуитивных вод. Может быть, ошибиться где-то, может допустить какой-то обман или иллюзию в этих отношениях. Взаимоотношения тайные. Может быть, нужно с кем-то познакомиться, пообщаться, повзаимодействовать, подписать договор, потому что, как бы базируясь на какие-то вот такие скрытые факторы. И здесь точно так же будет. Кто-то не хочет брать на себя ответственность в этих отношениях. Должна быть. И прогинает один другого прогинает. Но мир этому не сопротивляется. Взаимоотношения, которые базируются на вопросах помощи. Допустим, какие-то знакомства или общение на предмет психологии. Но это парные как бы действия, потому что затмение в весах, поэтому мы совместно с кем-то ходим, ездим, учимся. Поехали в деревню куда-нибудь далеко. Еще этот дом, он может нас погружать во взаимоотношения, задавать некий импульс, когда мы, отказываясь от какой-то, чтобы отказаться, завершить процесс, связанный с тем, что парно с кем-то совместно что-то делать. То есть толкает как бы к самостоятельности или к субъективности в большей степени. Задает некий импульс, в том числе по ситуациям, связанным с работой. Мы можем после взаимодействия с нашим начальником на данном затмении и каких-то ситуаций, когда мы проявим какие-то либо мы черты характера, либо начальник будет продавливать, мы можем уйти от работы по итогу этого затмения на какое-то время. Либо вообще закладывается импульс к тому, чтобы мы будем по итогу цикла всех затмений, мы можем каким-то образом отказаться от той работы, которая у нас есть, завершить ее. Может быть, стоимостные показатели нас как-то не устраивают. То же самое мы можем перекинуться, допустим, на сферу, которая связана с помощью. По итогу взаимодействия межличностных с людьми и в профессиональной сфере, и просто ежедневных вопросах. То есть, но на этом затмении как бы высвечивается тема, и мы очень активно включаемся в межличностные отношения. Это тема, которая связана с эмиграцией. Возможно, мы завязываем отношения, которые впоследствии нас могут привести на конце всех вот этих вот затмений, цикла затмений на протяжении 2 лет, могут привести к тому, что мы либо будем думать, либо, может, будем эмигрировать. Но как бы закладывается некий импульс, который может включать вот эту вот тематику 12-го дома. Но все, что мы закладываем, все подвергается жесткой такой критике. Все как-то не устраивает, никто не хочет на себя, не очень хочется брать выполнение каких-то норм, правил или соблюдать какие-то временные рамки. В итоге как бы вопросы решаются через
проявление, либо смелость необходимо брать на себя не прямым образом, либо какие-то финансовые ситуации во все это дело вмешиваются, либо кто-то начинает продавливать из двоих ситуацию, и тогда как бы поезд тронется. Стрельцы, для вас это 11-й дом, ну и возможно, конечно, соседние дома, как обычно, 10-й или 9-й, все зависит от даты, и вообще нужно смотреть, конечно, желательно, куда конкретно попадает затмение в гороскопе. Для этого нужно воспользоваться любым бесплатным ресурсом и просто построить натальную карту, сориентироваться по 22 градусу весов, где будет протекать затмение. Значит, что такое 11-й дом? Затмение активизирует, запускает, делает очень важным на протяжении, как я сказала, 2-летнего периода тему межличностных отношений. И, возможно, для стрельцов активизирует ось 11 и 5 дома. Но на данном затмении 11 дома. Это тема межличностных отношений или таких с друзьями, с единомышленниками. Это завязанные отношения, когда друзья, единомышленники могут становиться партнерами, которых мы склонны идеализировать. Как бы очень вовлекаемся в какие-то групповые, коллективные процессы. И коллективы вот эти вот на нас очень сильно влияют. И в результате как бы, ну что ли, индивидуальность своя растворяется немного в этом коллективе. Почему теряется индивидуальность? Потому что мы как бы поддаемся влиянию коллектива. Это такая зависимость во взаимоотношениях, в мыслях, в том числе от друзей. Подстраиваемся, что ли, вот под друзей. Ну и вообще как бы тема взаимоотношений с коллективами, с друзьями очень сильно активизируется. И эта тема, связанная со свободой, независимостью какой-то, с добровольностью взятых на себя, в том числе вот этих вот взаимоотношений, знакомств, которые как бы есть. И запускается вот здесь как раз запускается импульс новых взаимоотношений. Они могут носить групповой характер, то есть знакомимся с большим количеством как бы людей. Они могут быть взаимоотношения через соцсети. Кто-то как бы из друзей, с которыми мы завязываем или к которым мы как бы приходим и задаем новый импульс во взаимоотношениях, может стать достаточно близким для нас, более ближе, чем все остальные, или даже превратиться в какого-то партнера. Это время, когда мы в коллективе, мы все равно ищем пару. Просто не обязательно как бы исключительно для каких-то там личных взаимоотношений. Это могут быть и взаимоотношения в трудовом коллективе, а как бы больше выходим на я и ты с кем-то. Здесь принцип тот же. Строя эти взаимоотношения в коллективах с друзьями межличностные, мы подходим очень скептически, рационально, логически, и друзья к нам точно так же. То есть такие они более деловые, эти отношения. Никто не хочет брать на себя, выполнять какие-то там, соблюдать какие-то нормы, правила, придерживаться какой-то традиционности. И кто-то будет, конечно, прогибать в этих отношениях одного под другого. Но это все равно закладывает, вот здесь закладывает новый импульс и, допустим, к тому, чтобы получить некий результат от этих взаимоотношений, оценить, насколько они делают вас свободными или не свободными, к примеру. В любом случае, как бы вот эта вот тема по интересам, групповая, которая превращается в потом парные, межличностные, она захватит на длительный период. Кроме того, 11-й дом, как ось 11.5, это ось кризиса родителей. Поэтому здесь какие-то темы по взаимоотношениям, допустим, с докторами в ежедневных вопросах, опять-таки новый импульс какой-то может задаваться в связи с тем, что какие-то обстоятельства кризисные у родителей, это не исключительно вопросы болезни. Кризисы могут быть разного характера у родителей. Они тоже нас затягивают, активизируются, и это как бы начало, это новый импульс каких-то ситуаций, в которые мы входим обязательно через межличностные вот эти отношения, через финансовые ситуации. Может быть, еще критерии выбора и оценок. Как бы задается новый импульс к вот этим показателям, критерию. Как мы выбираем, что мы выбираем, как нам нравится, что нам нравится. Вот некий новый импульс, который базируется на наших инстинктах, то есть то, что нам привычно.
на него как бы по-новому смотрим, условно говоря, да, потому что это новый импульс. Мы заново на него смотрим. И на старый наш вот этот вот способность оценивать. Получаем какой-то результат, допустим, там, помогая родителей, и понимаем, этот багаж нам нужен или не нужен вот таких вот оценок. Это взаимоотношения, как я сказала, в интернете, только это социальные сети, то же самое активизируется. Очень много можем получать критику какую-то, допустим. Но в любом случае там импульс, когда закладываются новые вот эти вот взаимоотношения. Там тоже и финансовые вопросы подвязываются под тему коллектив, я и межпарные отношения. Интернет, соцсети, я и межпарные отношения. 10-й дом. Что здесь? Здесь от нас требуют как бы, чтобы мы научились соотносить свои действия с внешним миром. Чтобы мы становились более объективны. И как бы это вопросы, связанные с карьерой. То есть какой-то импульс к взаимоотношениям, к знакомствам, к общениям, к совместным там поездкам, которые могут касаться нашей карьеры. Например, взаимодействия с начальством или с кем-то другим, кто каким-то образом участвует в теме, связанной с нашей карьерой. Обязательно как бы вот карьера и партнерские отношения. И соотношение, вот как мы вот в этих партнерских отношениях в карьере, что мы, чего мы, как у нас получается, не получается. Но в любом случае задается вот импульс к тому, чтобы мы знакомились, общались по этой теме. С кем? Как минимум с начальником, с которым очень непросто. Он будет требовать что-то. В итоге как бы тема приводит к тому, что нас прогинают под какие-то ситуации, но это все равно межличностные отношения. То есть, может быть, самого начальника, то есть закладывается затмение про нашу карьеру, а ситуация будет касаться нашего начальника, тоже он взаимодействует с кем-то, его прогинает, и это на нас отразится, на нашей карьере. Естественно, опять-таки, все характеристики этого затмения остаются. Очень прискипливый, критичный взгляд, прагматизм, критики может быть чересчур много, информация какая-то такая вся критичная. Все время идет в карьере взаимодействием то с этим человеком, то с тем, получаем какую-то информацию. Может быть, договора какие-то закладываются, импульс получают, которые содержат и стоимостные показатели, и информативные, не только договора, просто любая информация, которая содержит и стоимостные показатели, и информативные, и она касается нашей карьеры и требует того, чтобы мы с кем-то взаимодействовали, общались, переписывались. Вот именно акцент на взаимодействие, но по теме карьеры. И впоследствии цикла этих затмений могут произойти какие-то изменения в нашей карьере через вот эти вот межличностные отношения. На этом затмении мы как бы не уходим с работы, мы не ищем какую-то там новую работу, но по циклу затмений могут быть какие-то изменения в карьере, изменения в контрактах, стоимостные какие-то изменения. А может и остаться все как есть. Но в любом случае как бы тема важна, она высвечивается, и погружаемся и очень интенсивно на каких-то качественных вот таких вот характеристиках специфических пережевываем ее. Ну, пережевываем не годится, но углубляемся в нее. Интенсивно как бы в ней находимся. Это тема брака. Здесь точно так же картина. То есть мы можем самого института брака, то есть взаимоотношения с нашим партнером по браку или сам договор брака, он нуждается в новом вот этом вот импульсе. Там какие-то стоимостные показатели смотрим, качественные показатели, оцениваем что-то. Мы ни под чего не разрушаем в рамках вот этого затмения, но есть какой-то толчок. И мы просто вот уже акцентируем внимание, подумали, посмотрели на нашего партнера по браку, посмотрели на наши условия брака. И вот этот импульс, он затягивает нас. Допустим, партнер по браку не хочет выполнять свои какие-то обязанности, свой долг какой-нибудь, да, и начинается как бы прогибанили, мы не хотим выполнять какой-то свой брачный контрактный долг. Им же, ну, это не исключительно как бы секс, то есть все что угодно может быть. У некоторых людей брачные союзы действительно оформлены на документах. И вот мы как бы
То есть какой-то виток, импульс к тому, чтобы обратить внимание на нашу тему, связанную с браком. По карьере это могут быть, например, взаимоотношения. Учимся чему-нибудь, и взаимоотношения выстраиваются. Вот. И это учеба, и взаимодействие по учебе с учениками, получая какие-то знания, может впоследствии отразиться на карьере как-то. Но пока заложен импульс. Вопрос статуса. То же самое, то есть статусом может являться брак, безбрачие, пенсионер там, или работающий. То есть какие-то темы включаются, и это может потом тоже запустить программу, допустим, выйдем на пенсию по итогу прохода цикла там, затмений. Или наоборот, выйдем на, будем строить карьеру. Или там, пересмотрев всю тему этих взаимоотношений, уйдем с работы, будем безработной домохозяйкой. То есть, но сейчас пока идут знакомства, взаимоотношения, какие-то финансовые ситуации, которые запускаются, общение, информация, которые могут к этому подтолкнуть. Это родительский дом. Опять тема взаимоотношений с родителем. Это дом отца или тот, кто выполняет социальную функцию отца. То есть это может быть и мама, которая тянет на себе весь дом. Вот. Поэтому здесь вообще межличностные отношения с родителем, который есть отец или выполняет его функцию, вопросы его здоровья, вопросы его работы, взаимоотношения, опять новый толчок и пуск. Плюс это ось 4.10, она тоже может касаться вопросов недвижимости. Из-за карьеры, из-за родителей, и мы подключаемся, может быть, документооборот какой-то, купли-продажи, сделки какие-то по этому поводу. То, что касается карьеры, здесь могут быть еще контракты, трудовые контракты, и карьера как таковая. Тоже какой-то импульс по этому поводу может идти. Там, допустим, условия какие-то, запускается новый виток в карьере, там какие-то условия, допустим, будут закладываются, и мы на них очень критично и прискипливо смотрим, или же тот, кто закладывает эти условия в контракт, он закладывает там какие-то достаточно такие позиции, которые нам не понравятся, которые мы будем критиковать, вот так вот правильно сказать, которыми мы будем недовольны. Не понравится, которыми мы будем недовольны или недовольны окружение. Это тоже будет давать какие-то определенные толчки. Следующий знак – это Водолей, и это 9-й дом. То есть здесь импульс закладывается на вопросах, допустим, нашей жизненной позиции, в вопросах наших каких-то ориентирах и внешних оценках. И они у нас происходят под влиянием партнера, внешнего мира. То есть мы и думаем на этом затмении под влиянием внешнего мира, хотя мы этого не осознаем, потому что это очень инстинктивно внутри. А теперь еще и в 9-м доме, у кого затмение, у них еще и мировоззрение. Оно формируется под влиянием партнера. Соотносится мировоззрение и партнер. Учитываем его или не учитываем его, и, соответственно, какие-то тогда возникают нюансы. И вот в плане ориентиров, то, как мы и в чем мы ориентируемся в этом социуме, наша жизненная позиция, выбор наших направлений развития, мы не самостоятельны. Мы зависим от внешнего мира и от партнера. То есть, но этого мы не замечаем, потому что это так складывается сами по себе обстоятельства. Вовлечены во мнение других, при этом не осознаем эту вещь. Самостоятельны в каких-то ориентирах, в трендах, в брендах, в направлении своего развития. Плюс это все происходит под влиянием такой критичности. То есть мало то, что мы зависим от партнера, да, но все равно взгляд партнера критичный, и это накладывает отпечаток и на наши эти критерии выбора того или иного пути в социальном развитии, в учебе, в том, как мы ориентируемся в социуме, какие оценки социума нам являются нашими.
Значит, это дом, который связан, ну, как я сказала, с мировоззрением, с образованием. То есть мы находимся под влиянием как бы внешнего мира. И там еще мировоззрение нас пытается прогинать под себя. Или в способах, чтобы мы следовали как бы каким-то ориентирам. Тоже кто-то может прогинать под себя, либо мы, либо нас. Это дом... Еще один юридический дом, это судебный дом, поэтому взаимоотношения в судебном каком-то таком пространстве, импульс задается, но это не возврат к каким-то прошлым, это вот именно закладываются некие ситуации, которые не обязательно должны быть новые, но это не вопрос повторения, это некий виток иной, может быть, того, что было как бы в прошлом. Но может быть и новый, но не исключительно новый. То есть затмение дает вот импульс, новый, он дает как виток. Это событие, оно несовершенно может быть несовершенно новое. Взаимодействуем с судьями, взаимодействуем с служебным вопросом, допустим, с врачами, и это может касаться каких-то вот судебных ситуаций. Это финансовые вопросы и суды, какие-то межпарные ситуации. Может, пошлину уплачивать, может, деньги нужно как-то там подавать иски какие-то о возмещении там чего-то. Это дом, когда мы тоже склонны идеализировать какие-то взаимоотношения. То есть, вовлекаясь в межпарные отношения, нам свойственно как бы завышать или чересчур занижать. Тут критический взгляд будет, и у нас как бы объективной оценки вообще не будет. Мы можем очень мелким вещам придавать большое значение, а крупным вещам как бы незначительные события, незначительные как бы оценки. И на фоне вот этого происходит некая такая вот, может происходить идеализация взаимоотношений. Там, мы можем идеализировать людей, которые этого, собственно, не стоят. И завязываются вот эти отношения, мы строим с ними, мы получаем некий опыт, потом мы результат от этих отношений получаем для того, чтобы осознать это. Это взаимодействие совсем и на дальние поездки. Мы тоже вовлекаемся в эти темы. Закладывается какой-то импульс, может быть связанный с иностранными какими-то культурами, с документами, с финансами, просто взаимодействие с людьми издалека, контракты с иностранцами, с иностранными компаниями. Подключаемся в это время. Виток идет, импульс и виток. Возвращаемся, вернее не возвращаемся, закладывается как бы импульс к взаимодействию с людьми, которые являются для нас авторитетом или идеалом. И тоже здесь может, как бы само затмение, оно же еще, как бы, как я говорила, есть аспекты Нептуна к узлу, то есть может приводить к каким-то разочарованиям, например, или ошибочным каким-то взаимоотношениям с теми, кого мы идеализируем, или с учителями, но мы закладываем этот новый импульс. Человек, который будет способствовать нашему развитию, мы его там уважаем, он от нас дистанцирован как-то. Вот, мы закладываем этот импульс, а уже как бы разочарование это может быть как следствие, и мы осознанно там сделаем какой-то выбор. Но это будет не исключительно на этом затмении. Дальние поездки, совместные дальние поездки. И какое-то, может быть, тоже, опять-таки, недовольство какое-то. Нужно проявить в них смелость. Кто-то там какие-то могут быть ситуации с границах в этих поездках. В любом случае закладывается виток. И, наконец, рыбы. 8-й дом. Это тоже еще один водный дом, тоже очень глубокий и трансформационный дом, который задает тоже импульс взаимоотношений, которые могут привести к изменению, к трансформации, к радикальным переменам качественных вот этих вот характеристик взаимоотношений. То есть он как бы заставляет изменить вообще способ выстраивания взаимоотношений, в том числе качественный. Тоже может заставлять через кризис уходить от этой вовлеченности в отношения, от зависимости от объективности в сторону субъективности.
То есть, когда мы делаем упор во взаимоотношениях на себя и ухода от какой-то вот такой вот критичности в отношениях. Но для этого мы запустим импульс и будем общаться на тех качественных характеристиках, которые дает затмение, для того, чтобы потом произвести вот эти вот радикальные перемены. Это взаимоотношения зависимого характера, финансового и сексуального характера. Тоже импульс некоторый закладывается. Период, когда может заложиться импульс, и мы можем очень глубоко утопить те взаимоотношения, которые нас делают зависимыми, в которых мы подвержены критике. То есть это дом вытеснения. И на протяжении этих затмений, как бы пройдя некий путь, взаимодействуя с теми людьми, которые как бы на нас оказывают вот такое вот влияние, мы можем вытеснить вот такие качественные характеристики во взаимоотношениях, когда мы зависимы, вовлечены сильно в отношения, подвергаемся, допустим, критике или сами ее извергаем, и нет желания там брать, допустим, ответственности на себя, и один прогинает другого. То есть вот эту качественную характеристику мы можем очень глубоко утопить. Для того, чтобы прийти к какой-то субъективности и самостоятельности, когда мы во взаимоотношениях, ну, как минимум субъективности и самостоятельности, там еще могут быть другие факторы. Больше будем опираться на самих себя, на свои собственные оценки. Это и в сексуальных отношениях, может быть, и в финансовых отношениях. Это дом крупного бизнеса, налоговых, банков, страховых, таможни. Поэтому это импульс как бы ко взаимодействию вот с такими вот структурами, в таких структурах с ними. То есть и некий виток, который будет на протяжении 2 лет, для нас важен. Это могут быть контракты с банками, со страховыми компаниями, там, с налоговой, какие-то декларации, переписки. Это дом денег нашего партнера. Поэтому мы вовлечены в какие-то ситуации из-за партнера или общих денег. Не обязательно партнера, то есть какие-то общие деньги, например, есть. Мы там разместили инвестиции с кем-то. И мы вовлекаемся в межличностные отношения по вот этой теме. Знакомимся, общаемся, ездим. И это некий виток. Как минимум на протяжении 2 лет совместно с затмением 24-го эта тема будет нас... Здесь просто импульс идет. То есть закладывается, и это будет актуально. Это будет поглощать нас. Вопросы наследства. Тоже взаимодействуем межличностно с кем-то по этим ситуациям. И документы, и поездки, и общение. Там, и все то же самое. Недовольны на протяжении, критика какая-то идет, кто-то не хочет вовремя что-то делать, мы пытаемся продавливать. То же самое в общих финансах. Такое же у нас вот как бы качественное настроение. И налоговая там что-то хочет, вот кто-то давит от нас, что-то требует, или она от нас, или мы от нее. Это интимные или сексуальные отношения, в том числе может быть и с действующим мужем, как бы, и как бы импульс к такому углублению в эту тему отношений. То есть мы погружаемся, мы смотрим на нее с очень критической точки зрения, что у нас там с этими отношениями интимно-финансового характера, как они нас там устраивает, не устраивает, кто-то что-то требует, кто-то что-то продавливает. По итогу мы будем принимать какие-то решения. То есть сказать, что это разводы, разрывы, это будет неверно. То есть это импульс пока. Только импульс к тому, что мы вот заложили, и оно развивается. Но закладываем межличностные какие-то контакты и взаимоотношения, и финансовые темы. Вот такое вот у нас с вами затмение 14-10 солнечное. Это была первая часть видеозаписи по затмениям. Следующий файл будет про затмение, которое будет 28-10. Их нужно рассматривать в паре, потому что они очень часто одно вытекает из второго.